Говорят, любовь спасет мир. Или красота спасет мир. Нет, друзья, генераторы спасут мир. 20 килограмм. Хорошо, что попало в перегородку, иначе бы плиты упали. Ух ты! Просто красота. Класс! Мира всем, вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. И сегодня нас пригласил к себе наш друг, который наконец-то приобрел генератор для своей квартиры. Нам интересно, как будет работать генератор на квартирном доме, насколько он сильно будет шуметь и насколько большие выхлопы будут в нем. Вот что самое интересное. Так-то работать он будет, мы это знаем. В этом видео мы покажем вам не только генератор, а покажем еще квартиру, которую мы когда-то летом вам уже показывали в этом доме. Это квартира, которая сильно пострадала при боевых действиях. В нее попал снаряд и попал прямо в крышу. Квартира находится на верхнем этаже, крыша была проломлена, туда затекала вода. Очень повезло, потому что многие квартиры были вообще вынесены. Он сделал ремонт, делает сейчас ремонт, вот приобрел генератор для того, чтобы можно было делать ремонт бесперебойно, потому что свет все-таки пропадает и все это затягивается. Там сейчас уже залатана крыша, мы вам покажем, как было и как стало. Сейчас свет есть, сюда, да, заходи. Видишь, какие тут потеки, с крыши текло. До сих пор это не убрали, но это сложно устранить. Здесь уже новая дверь. В прошлый раз мы были, здесь была дверь, которую погнула взрывной волной, ее заменили уже. Но ремонт еще идет. Видите, здесь строительные материалы стоят, там гипсокартон. До сих пор еще не заделаны трещины вот на этой стене. А тут уже было, да, тут уже было поштукатурено, да? Да, да, да. А что появилось нового, так это вот уже выложили здесь плитку в санузле. Вот. Это душевая кабина, тут такая плитка под дерево. Ничего себе. Ну, уже видите, продвигается Быстро, да, ремонт, они да, люди делают. А где дырка была? Дырка была в потолке в этих комнатах, да. Здесь была дырка. Вообще мало. Вот прилет был конкретно сюда, на эту перегородку. Перегородка из-за этого упала, а здесь вот эта вот плита, даже не понять, да, она абсолютно новая, это монолит, его залили. По новой, да? Да. Что себе, сверху был прилет, да, сюда бомбануло. Вот, хорошо, что попало в перегородку, иначе бы плиты упали. А так за счет Сейчас перегородки, то это попрыгнули плиты. Но она не полезна была? Нет, тут уже ж было, эксперты все смотрели. Тут было что завалено, так очень просто. Это я уже выгреб, там 50 мешков уже отсюда выгреб. Ну, жильцы, да, скидывались. Сами жильцы, то есть- И застройщик тоже. Честно говоря, надо спросить у хозяина, я не в курсе насчет денег. Это дорого все, это не дело. Ну да, как-то какая-то помощь там была. И, кстати, помощь по замене окон тоже была. Это вот тут стекла многие, видите, вот эти вот стекла, на которых такие пробковые штучки висят, это новые стекла. И вот эта перегородка из газоблока, она абсолютно новая. А здесь стояла прежняя, которая упала от удара. Она упала. Да, точно, да, да. да. Вот видишь, на полу уже здесь плитка лежит. Ну, я имею в виду вот здесь в комнате, посмотри, точнее в кухне. Просто она застелена картоном для того, чтобы по ней не топтались. А вообще тут здесь, уже на полу? да, уже плитка, там теплый пол, все. Ну, плитка это уже полремонт, Да. я скажу. Тогда дальше уже легче. Когда Вот плитка здесь. лежит, уже можно жить. Вот здесь люди уже себе сделали такой парапетик, подоконничек из плитки. Красиво. Вид здесь обалденный с квартиры. Ну, видите. Я рада за них, слушай. Верхний этаж, там еще были какие-то подтекания временные, но Не течет сейчас? с этим вроде как бы уже все порешали. Саша придет сейчас. Да. А генератор у него стоит в кладовке. Кладовка находится на этом же этаже. Рядом это котел, да. Он работает, топит. Здесь тепло в квартире. И для того, чтобы было бесперебойное питание, Саша приобрел генератор. Он нам расскажет, сколько ему этот генератор стоил. Мы буржуйку приобрели, но нам в комментариях пишут лучше генератор. Ну вот мы покажем, как. Да, и сами посмотрим, Сами посмотрим. сможем ли мы иметь дома генератор. У нас, кстати, нету кладовки такой, нам, если что, придется его ставить на балконе, закрытом балконе. да. Ну, кладовочка тут вообще отменная, да, здесь. Посмотри,
А рядом какой вид, да, из окна? Ух ты! Просто красота. Класс! Ну, это вот из парадного. Блин, так из тут подъезда. жить лучше, чем в И квартире. в кладовке такое же окно. Вот открывай сейчас. Прикинь, дверь. это все тут квартира. Вот так, ничего себе. А тут такая полноценная комнатка, слушай, ставишь это, Диван. диван, батарейку и смотри себе, блин. Вот Ну, у нас неужели мы тут дошли? было окно, его просто сейчас закрыли, потому что Ну понятно, сильно да, сквозняк. сквозняк. А Это твоя квартира? это моя кладовка. Кладовка. Ой-ой-ой. Блин. Пошмотовала дверь вообще. Ну да. Все прямо в нее прилетело, что ли? Ну вот сюда попало, видишь? Вот. Ой, А, вот сюда в стену. Окно выбило. Саш, ну что это такое, квартира, кладовка и гора. Плитку только положил. Плиточка, все новенькое было. Но Саше не повезло. Не трогай, сейчас Не повезло очень сильно, потому что и квартира, и гараж, и кладовка, и в гараже куча вещей и машина, да, сгорела. Можно сдавать. Друзья, кто хочет снять квартиру? Кто хочет снять кладовку в Ирпене для жизни? С красивым видом. Кстати, мы собираемся снять видео о том, сколько стоит аренда квартир в Ирпене. Да. У нас есть знакомые риэлторы, и мы у них спросим, может быть, даже посмотрим какие-то квартиры в следующем видео про аренду и продажу. Так, я так понял, Саша не привез еще генератор, он его только везет. Скоро Короче, привезет. пойдем пить кофе, Да, ждать сейчас мы генератора. попьем кофе, а Саша как раз привезет, и мы его здесь поставим, запустим, испытаем. Здесь, кстати, холодно, да? Здесь, кстати, есть розетка где-то, вот, да. Ага. И она имеет питание от квартиры прямо, поэтому мы в эту розетку сможем воткнуть штекер и запитать квартиру от генератора, я так думаю. Здесь. Привет. Так, показываем генератор. Приехал. Купили его в Швейцарии, оказывается. И переслали в Словакию. Такой долгий путь. А в Словению? Словакия. Словакия, да. С Братиславы уже передали сюда. Нифига А, себе. вот он так, без коробки, да? Ух ты, ничего себе. Тяжелый? Ой-ой-ой, нормально. 20 килограмм. Смотри, он как чемоданчик. Новенький такой, красивый вообще, класс. У нас, слушай. наверное, такого не купишь, да, здесь? Уже купишь. Уже навезли, да? Дорогой вообще? 500 евро стоит там, плюс 50 евро доставка. Ага, 550 евро. Да. Мгм. Ну, из-за того, что он компактный, плюс Мгм. не шумный, скажем так. Ну все, погнали пробовать, как он будет в квартире. Виталик схватил, вроде это его, ты смотри. Приноравливаюсь, думаю, себе. Ну-ну, так и начинается. Да, что, компактность. Просто можно с собой носить, и электричество всегда с собой. Ну круто вообще, да, что можно А поднять. он- Буржуйку так уже не потягаешь, правильно? Он заправленный? Нашу. Да, я уже его заправил, залил его маслом. То есть я первый тест уже сделал, ему запуска. Ага. Он и приходит вообще пустой. То есть нужно обязательно масло в него заливать и бензин. Ага, это бачок Да, сверху. здесь 4,1 литра влазит бензина и масло, по-моему, 250 грамм. 10 в 40, обычно проводимое такое масло. Сделали для него специальный провод, то есть один провод на два конца, обе вилки, для того, чтобы включить от генератора вилку в обычную розетку. Короче, электричество подается через любую розетку, которая есть в квартире, можно запитать. Для начала, вот есть эта заслонка воздушная, то есть она же нужна для подачи бензина. Вот ее переводим в режим ON. После этого есть вот управление ручной дросселем, то есть мы закрываем
его на максимально. И после этого запускаем. То есть он заводится, чуть-чуть поработает и переводим заслонку в средний режим. То есть вот он, после этого он должен поработать на обычном режиме хотя бы минут 5. И после этого переводим уже в режим эко. Эко это экономный. да? Экономные обороты опускаются, он тише работает. То есть, ну вот. Но он, если вдруг будет нагрузка, он сам автоматически выравнивает обороты. Подгоняет. Ясно. Вот здесь два выхода на удлинители, да? И вот так вот просто не залазит сюда наша розетка стандартная. Пришлось он поставить переходничок такой, и вот мы теперь включаем. Видите, стандарты разные. Теперь покажи, здесь мы включаем в розетку, в обыкновенную розетку, которая подключена к квартире. Это все равно, что в квартире мы включили. Автоматы в квартире. Выключены, да. Сейчас мы покажем, придем в квартиру, там автоматы выключены обязательно, иначе будет Соприкосновение фаз. да, и замыкание. Он уже прогретый, ставим это. Он уже просто прогрет. Будем смотреть. Вот здесь можно включить. Тут есть свет. Вот, да. Это все через розетку подается. Слышишь, какой звук? Ну, когда стоишь в маленьком помещении, то громко, да? Давай сразу закроем дверь, послушаем, как в подъезде получается. Громко, но не настолько. О, смотри, закрыли дверь вообще. Вообще нормально. Вообще. Все, пошли посмотрим. Тишина, наши Как голоса. стиральная машинка просто у кого-то работает, где-то там. Сейчас отойдем на 10 метров, вообще не слышно будет. Вот смотри, предположим, твои соседи вышли из лифта, да? Они такие, где-то какой-то шум, да? Ну ничего, как стиралка, да? Да, как стиралка. Также можно на лоджии у себя поставить, если у кого нету кладовки. Можно тогда делать, ну если открытая ложа, А. если это, то делается еще труба специально, выход. Выхлоп. Для того, Там чтобы... вводится, там есть куча видео по этому поводу. Так, сразу показываем на щитке как. На щитке у нас отключены автоматы, автомат вот эти, отключен. обязательно, 100%. Свет А, вот а есть. эти все автоматы могут быть включены. Это розетки, это Вот все... у меня кладовка, то есть оттуда сейчас приходит в квартиру и уже по сути от кладовки питание приходит в квартиру. Ну вот, свет есть, можно включать приборы, которые сколько потребляют, сколько мощности его Ну, вообще? пиковая 2000 ватт. Пиковая. А так можно нагрузить, стандартная нагрузка сколько? Ну, 1200 ватт, но по сути хватает полноценно, допустим, котел двухконтурный, холодильник, ну, стиралку, возможно, не потянет, потому что она берет при нагреве. Есть много хитростей, кипятим воду, да, заливаем стиралку, Вот так вот. да, чтобы она не грела тенами. То есть после этого потом спокойно стираем. То есть просто максимальный пик идет, когда прогрев воды. То есть такой ноу-хау тоже есть. Классно. Так, и тут у тебя есть такой Да, она немножко врет. показатель напряжения. Сейчас он показывает 297. Ну, по это- сути, он, получается, врет, вход у него показывает 297, но тут 230. То есть, А, сюда. 230 да, вольт ну, он сейчас. завышает тут насколько. Понятно, значит, по нем не стоит Не ориентироваться. стоит, потому что, да, он своей жизнью живет. Ясно, значит, все работает. И еще этот генератор тебе для работы пригождается, не только дома. Ты можешь с собой брать в машину, поехал там, где-то тебе надо болгаркой поработать. По или... сути, он для этого был и куплен, чтобы можно было выезжать еще. Да. Потому что время сейчас бессветное. То есть Ну да. Очень есть тяжело очень- подстроиться под график, у всех разные графики, поэтому и многие не знают графики. Так ты приезжаешь, уже есть у тебя Ну, Хороший. очень индивидуальная. у тебя все Да. с собой. Ну, ты говоришь, купил его за 500 евро, а сейчас их можно здесь купить, да? Уже здесь купить, ну за такие же деньги, то есть, потому что когда был совсем пик, ну их разгребли, тяжело было найти, даже в Европе все повыкупали, то есть на данном этапе их уже завезли, уже ажиотаж спал, то есть можно То без есть проблем можно, а где их можно? в любом строительном магазине. Просто. Все, наличие есть в интернетах, Нужны деньги. да, все. Есть еще одна вещь, которую нужно обязательно учитывать. Он, пердит выхлопными газами, да? Да. И для того, чтобы не задохнуться, Надо не отравить. проветривать. Ну вот как, допустим, сейчас открываю окно, проветренное помещение, либо же делается на балконе выход, вот сюда снимается сеточка, ну, та крышка снимается, и обычно либо есть металлические трубы,
переходная. Ставится труба, выводится, но не больше 1,5 метра, потому Да? что да, сильно большая, тяжело продавливать, можно спалить. То есть не больше 1,5 метра, чтобы была труба. О, это существенная Существенно, поправка, да, потому да. что если ты слишком далеко поставишь, у тебя он... Ну, не просто выхлоп, он сам по себе задохнется, не сможет продавливать выхлопные газы на такую высоту. То есть, короче, с любым таким устройством нужно очень аккуратно знать все нюансы, Обязательно. как заводить, как эксплуатировать, там, когда, а как проверять, когда у него, он просто, если кончится бензин, он заглохнет. Заглохнет и И все. всё. Да, да. А перегрев и всякое такое, он сигнализирует о Ну, чем-нибудь? смотри, здесь есть еще датчик масла. Мгм. Вот у нас лампочка. То есть если в нем опускается ниже уровня в картере масла, то есть она загорается, он просто глохнет и не заводится. Ага. То есть нужно, значит, доливать масло. Выдает ошибку. Да, загорается пока. лампочка, что масла нет, и он специальная защита, чтобы двигатель не спалить. Так он получается голодание масляное. Сигнализирует. Доливаем масло, И он еще- легко доливается. Мы с тобой не сказали, сколько он потребляет бензина вообще. Вот. Ну, по идее, если на пике работать, где-то литр, наверное, в час будет брать. То есть в эконом-режиме 300-400 грамм. Литр в час это как машина, да, на холостых, да, приблизительно. Плюс-минус, И если посчитать, у нас сейчас бензин стоит около 50 гривен литр, то это 50 гривен в час, да, где-то вот работает такой Ну, генератор. это пик. То есть Пик, это, ага. да, это надо максимально нагрузить. Мгм. А если это просто как помощник в тот момент, когда нету электричества там? Ну, вот я даже как-то смотрел у людей отзывы, они на природу брали, он рассказывал, вот, они просто эти передвижные дома, вот они пользовались им там утром, там пару часов и вечером там, по 6 часов примерно, то им где-то литров 15 хватило на 2 недели, на 2 дома. Ага. То есть Ну, вот то так. есть не такой большой расход, да? Суть очень... Если его круглые сутки не крутить, то в принципе... Ну, вообще у него он должен работать не больше 5 часов, 5-6, то есть потом надо А, вот так. Да. А сколько отдыхать? Около получаса? хотя бы? Час-два, пускай, чтобы он остыл. Остыл. Потому что, да, он же, получается, у него охлаждение же не принудительное, то есть сам по себе он охлаждается. И тогда его вообще лучше ставить в более холодное помещение, если что, да? Если есть возможность. Ну, прям под дождем на улице тоже нельзя ставить. Ага. То есть желательно, чтобы он был накрытый. Ну, так, в целом, Мгм. очень вещь интересная. Да. Вот, благодаря таким ужасным событиям, как война, мы теперь осваиваем новые инструменты в своей жизни. Раньше мы и не думали об Нас этом. только делать это сильнее, закалять. Так, ну что, Да? пока спасибо, что рассказал, как пользоваться генератором. Посмотрел. Другой раз увидимся, еще снимем видео про то, когда ты закончишь ремонт уже. Все, давай. Друзья, сейчас я попрощался с Сашей, сам остался в его квартире, я вызвался ему помочь с ремонтом немножко. Почему помочь? Потому что на самом деле Саша от этих боевых действий очень сильно пострадал. Из моих друзей больше всего. Мало того, что в его квартиру был прилет, и еще у него полностью сгорел гараж. Я показывал это в летнем видео. И в этом гараже сгорела машина его. И сгорела вся бытовая техника, которую он купил для этой квартиры. Кроме вот, наверное, этого холодильника, потому что он находился здесь. Все остальное у него сгорело. Вот он. Вот это твой гараж, да? Вот туда прилетела мина, вот в этот. Вот прямо в соседний, да? Да, и его ворота тоже он убрал. Ворота аж уж туда улетели. Валялись аж в конце кооператива. Ничего себе бахнул. Возможно, у вас возникло впечатление, что Саша богатый человек, раз он может позволить себе купить генератор за 500 евро. Но на самом деле это не так. Саша человек, который работает своими руками. Генератор он купил именно для того, чтобы иметь возможность зарабатывать. А работать ему необходимо как воздух, потому что живет Саша на съемной квартире сейчас. У него жена и сын, которому немного лет, школьник. И генератор он этот купил в кредит, причем под проценты. Не знаю, какие проценты, но ему теперь придется это долго выплачивать. Работает он по установке ворот, ролетов, насколько я знаю. И это очень сложная работа и тяжелая, причем на улице, на холоде. В общем, смотря на все это, я решил немножко ему помочь, насколько я могу. То есть я буду тут заниматься какими-то делами у него в квартире. Что-то, возможно, со штукатуркой, что-то, возможно, с подоконниками, то, что я умею.
Ну и еще у меня возникла идея попросить вас, наших зрителей, помочь Саше немножко. То есть это такой сюрприз для него, он об этом не знает, я ему об этом не говорил. Я просто попрошу, чтобы он дал мне номер карточки своей, не моей, своей карточки, и я эту карточку опубликую в описании под этим видео. Если вы добрые люди, а я знаю добрых людей очень много в Украине и вообще за рубежом, люди, которые сочувствуют нашему положению, то вы можете перечислить на эту карточку деньги, какие угодно деньги, сколько вам не жалко. И это может ускорить процесс ремонта в Сашиной квартире. Он со своей семьей сможет переехать сюда, не будет платить уже за аренду чужой квартиры, и хоть одна украинская семья сможет зажить счастливее. То есть вы можете сделать реальное адресное добро. Вот такое предложение, такая просьба. И всем огромное спасибо, всем, кто откликнется на это и сможет чем-то помочь Саше. Друзья, все, на этом мы завершаем сегодняшнее видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. И надеюсь, что эта глупая, бессмысленная война скоро закончится. Да, эти генераторы нам больше не пригодятся. До следующего видео прощаемся с вами. Всем пока.